Ребята, всем привет! При обучении игре на музыкальном инструменте не стоит ограничивать себя лишь развитием своих исполнительских навыков и приобретением теоретических знаний. Если у вас есть возможность и желание, то наряду с вышеперечисленным хорошо бы также заниматься еще и развитием разных видов слуха. Но хочу вас предупредить, что этот процесс действительно долгий, и он может длиться на протяжении всех лет обучения, и позже часто используют упражнения, которые будут поддерживать рабочую форму вашего слуха. Сегодня я расскажу вам о методах развития и поддержания одного из видов слуха, а именно звуковысотного. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Каждый из видов слуха имеет свои специфические ощущения, но поскольку, как указывал еще Теплов, ведущую роль в ощущении музыкального звука играет высота, значит, музыкальный слух по существу должен быть в первую очередь звуковысотным, иначе он не будет музыкальным. Сишор считал, что звуковысотный слух имеет врожденный характер, Теплов с ним был не согласен и считал, что звуковысотная чувствительность поддается тренировке и в процессе упражнений может быть улучшена. Об итогах этих исследований я расскажу, но чуть позже. Итак, звуковысотный слух – это такая способность ощутить различия между двумя разными по высоте звуками, и также это такая способность ощутить звуковысотное движение, как выражение определенного содержания. Звуковысотный слух имеет две разновидности – абсолютный слух и относительный слух. Так, абсолютный слух характеризуется тем, что человек способен узнать или воспроизвести высоту отдельных звуков, не соотнося с каким-либо другим, который уже известен. При этом абсолютный слух может быть пассивным и активным. Так, человек, обладающий активным абсолютным слухом, может воспроизвести голосом и назвать высоту любого звука, который будет ему задан. Обладающий же пассивным абсолютным слухом только назовет слышимый звук. В целом, обладатели абсолютного слуха имеют очень короткое время реакции для определения звуков, чем себя и характеризуют как обладатели абсолютного слуха. При относительном слухе человеку для того, чтобы определить какую-либо ноту, нужно иметь представление об исходном звуке, например, до первой октавы, с которым они будут его уже сравнивать, соотносить. Также про хороший относительный слух говорят, что он псевдоабсолютный. Ведь человек помнит какой-либо звук или звук камертона, и, исходя из ориентировки на него, уже определяет звучащий. По наблюдению Теплова, из 250 обследованных им музыкантов всего лишь у 7% был абсолютный слух. Многочисленные попытки, которые были предприняты для изучения способов воспитания именно абсолютного слуха, приводили к тому, что испытуемые могли на слух как-то определять звуки, но при детальном изучении оказывалось, что они развили вовсе не абсолютный слух, а тембровый. Ведь при смене музыкального инструмента их способность к различию звуков резко падала. Тем не менее, принимая во внимание все вышесказанное, эта разновидность слуха хоть и желательна, но все же не обязательно. Ведь, например, известно, что многие выдающиеся композиторы не имели абсолютного слуха и в процессе творчества просто хорошо использовали хорошо развитый относительный слух. Об этом я уже рассказывала, ссылочка будет вот здесь. Итак, как же эффективно тренировать звуковысотный слух? Пение является самым простым способом. Что же можно придумать? Начать, конечно же, с интонирования отдельных звуков. После уже небольших гаммообразных последовательностей. Далее уже гармонических интервалов, то есть двух звуков, взятых вместе. После уже аккордов. Чуть позже можно пропевать с названием нот короткие мелодические отрывки. Их можно найти в сборниках для сольфеджирования. Вот здесь вот я прикреплю, как они выглядят. Причем вы можете вначале дублировать пропеваемое своей игрой на инструменте, а уже позже пробовать петь без дублирования, то есть без сопровождения, что, конечно же, будет сложнее. Особо продвинутые могут далее уже пробовать транспонировать такие мелодии и так вот развивать свой слух. Также вы можете сольфеджировать мелодии разучиваемых вами пьес во время игры, если темп и диапазон это позволяют сделать. Также с названием нот или без них. Если темп быстрый, то его можно просто снизить.
Также рекомендуется пропевание одного из голосов в двух- или трехголосной фактуре с одновременным исполнением других на фортепиано. Такие музыкальные номера также можно найти в сборниках для сольфеджирования, они так и называются, двух- или трехголосие. Как выглядят эти сборники, я вот здесь вот прикреплю. Чередовать фразы, исполняемые на инструменте, с фразами, которые вы будете пропевать голосом. Этот метод в свое время рекомендовал еще Генрих Густавович Нигаус, и он говорил: 2-3 такта играйте, потом пойте, опять играйте, потом опять пойте. Ну и последнее – это подбор по слуху известных мелодий. Это также хорошо тренирует звуковысотный слух. В конце я хочу сделать ремарку. Вы не должны забывать, начиная работать над своим музыкальным слухом, начиная развивать его, вы должны придерживаться методической последовательности. То есть работать со всем вышеперечисленным вы можете только после того, как вы уже знакомы с характером звучания регистров, вы имеете слуховое восприятие высоких, низких и средних звуков, вы чувствуете направление восходящего и нисходящего движения мелодии и чувствуете постепенность и скачкообразность движения. На сегодня у меня все. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, оставляйте их внизу, и по возможности на них отвечу. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Всем пока!